Привет, это майор в отставке. Дамы и господа, я думаю, вы согласитесь, если я скажу, что почти всегда смена власти при диктатуре происходит либо при поддержке силовиков, либо при их активном молчании. В обоих случаях это зависит от решения, которое принимает армия, полиция или спецслужбы в судьбоносный момент времени. Во всех авторитарных режимах силовики играют роль последнего бастиона. Они либо становятся щитом для диктатора, либо же мечом, который способен его поразить. Я знаю, как функционирует силовая система изнутри, знаю психологию большинства силовиков, и сегодня в этом видео я хочу поговорить о том, насколько реальна смена власти в России с участием силовиков, что этому может предшествовать и как активировать этот механизм, эту спящую программу в силовой машине государства, которое построил Путин, что должно этому способствовать. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке и, разумеется, враг государства. Враг путинского государства. Как всегда, досмотрите это видео до конца, поделитесь им, поставьте лайк и подпишитесь на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Итак, начинаем. Как я уже сказал, революции и смены режимов зачастую происходят либо с активной поддержкой силовых структур, либо при их молчаливом согласии. В любом государстве, где власть сильно зависит от военных, разведслужб или правоохранительных органов, без участия силовиков трансформация маловероятна. И Россия как раз такое государство. Мирный вариант смены власти в стране на демократическую, на мой взгляд, уже невозможен. За 25 лет маньяк Путин построил поистине силовое государство. Силовые органы перестали нести оборонительную или защитную для общества функцию, осталась лишь одна – карательная. Текущая преступная власть держится за счет лояльности бывших коллег Путина по КГБ и верхушки из других силовых структур. Сама же армия превратилась в захватническую орду, строи которой теперь занимают откровенные убийцы, маньяки и даже людоеды. Мы видим, как силовики в России буквально цементируют власть, защищают ее от врагов и удерживают на плаву, порой играя роль единственного связующего звена между обществом и государством. Одновременно с этим в рядах силовиков происходят зачистки, убирают сомневающихся и сочувствующих оппозиции. Так было в 2021 году в МВД, например. Смена власти при поддержке силовиков может иметь две стороны. Это может принести как положительный результат, так и отрицательный. Для начала давайте разберем несколько исторических примеров, когда силовики играли решающую роль в смещении или попытках сместить диктаторов и изменить не только политический курс страны, но и спасти жизни. Иногда это приводило к улучшению политического строя в стране, иногда наоборот. Один из самых ярких примеров попытки, к сожалению, неудачной военного переворота, который обязательно стоит упомянуть, это заговор против Гитлера, зревший несколько лет, практически с самого начала Второй мировой войны. Во главе заговора, наряду с другими высокопоставленными военными вермахта, стоял Клаус фон Штауфенберг. Полковник Штауфенберг, высокопоставленный офицер вермахта, сначала поддерживал Гитлера, однако со временем, как и его коллеги по цеху, по военному цеху, пришел к выводу, что политика фюрера ведет Германию к катастрофе. На его глазах разворачивались ужасы войны, он видел, как Германия теряет позиции на фронтах и как совершаются массовые военные преступления. Штауфенберг и другие заговорщики осознали, что единственный способ остановить все это – ликвидировать Гитлера и попытаться договориться с союзниками. К сожалению, заговор зрел очень долго, и за эти годы война продолжала уносить жизни. Заговор достиг своего пика 20 июля 1944 года, когда Штауфенберг смог пронести бомбу в ставку Гитлера в его волчье логово в Восточной Пруссии. Бомба взорвалась, однако Гитлер остался жив, заговор провалился. Многие из участников, включая самого Штауфенберга, были схвачены и казнены. Этот случай является ярким примером того, как даже несмотря на высокие риски и очевидные опасности внутри авторитарного режима могут зародиться силы, стремящиеся к переменам. Этот заговор не имел успеха, однако он показал, что силовики могут играть не только роль опоры для диктатуры, но и сами могут стать источником угрозы для нее, если видят, что политический курс страны ведет к катастрофе. Хотя заговорщики не смогли свергнуть режим, их попытка остается важным символом сопротивления тирании внутри самой системы. Мы еще вернемся к Штауфенбергу. Николай Чаушеску долгое время удерживал власть, установив в Румынии репрессивный коммунистический режим с помощью службы государственной безопасности. Но к концу 1989 года Румыния погрузилась в экономический кризис, и народные протесты усилились. Когда протесты привели к столкновениям с полицией, стало ясно, что положение Чаушеску крайне нестабильно. Полиция и армия отказались подавлять демонстрации, что дало возможность народу подняться против диктатора.
В декабре 1989 года военные и служба безопасности, поняв, что ситуация вышла из-под контроля, повернулись против Чаушеску. Он был схвачен своими же военными и предстал перед военным трибуналом. Практически мгновенно он был казнен. После падения режима Румыния перешла на путь демократических реформ, и хотя переход был нелегким, он открыл перед страной возможности для развития и интеграции в Европу. Это позитивный пример. Переворот в Румынии принес положительные результаты, поскольку положил конец диктатуре и привел к политическим изменениям, открывшим путь к демократии. Поддержка со стороны силовиков позволила этому процессу пройти быстрее и без большего кровопролития. Сейчас Румыния – это демократическое государство в составе ЕС. В сентябре 1973 года армия Чили, возглавляемая генералом Аугусто Пиночетом, совершила военный переворот, свергнув социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде. Военные с танками и авиацией окружили президентский дворец, где находился Альенде, и предложили ему сдаться. Альенде отказался покидать свой пост и погиб в тот же день. Этот переворот ознаменовал начало 17-летней диктатуры Пиночета, сопровождавшейся жестокими репрессиями против оппозиции и нарушением прав человека. Военное правительство Пиночета проводило неолиберальные экономические реформы, и хотя они способствовали росту экономики, тысячи людей стали жертвами пыток, исчезновений и политических репрессий. В результате в стране установился авторитарный режим, который оставил глубокие травмы в обществе. Этот переворот принес смешанные результаты, но общий результат абсолютно точно был негативным. Экономика Чили действительно улучшилась, но это стоило жизни большому числу людей. Огромные человеческие потери и нарушения прав человека оставили тяжелое наследие. Португальская революция гвоздик 1974 года стала результатом действия офицеров армии, недовольных коррумпированной диктатурой, Антонио Салазара и его преемника Марселу Каэтано. Офицеры движения вооруженных сил выступили против режима, организовав мирный переворот, в ходе которого жители Лиссабона массово вышли на улицы, а солдаты, поддержав народ, отказались открывать огонь. Переворот прошел без кровопролития, и португальцы получили возможность перейти к демократии. А уже в 1975 году в стране прошли первые свободные выборы, а демократические реформы улучшили условия жизни и политические свободы. Революция гвоздик имела положительный эффект, так как позволила мирно и без насилия перейти к демократии. Этот случай показал, что силовики, вставшие на сторону народа, могут способствовать положительным изменениям. Президент Сухарто правил Индонезией более 30 лет, используя армию для подавления оппозиции и установления авторитарного режима. Однако в 1998 году на фоне азиатского финансового кризиса и массовых протестов населения армия перестала его поддерживать. Силовики отказались вмешиваться, и Сухарто ушел в отставку. После ухода Индонезия начала реформы, направленные на демократизацию страны и ослабление роли армии в политике. Свержение Сухарто привело к положительным переменам для Индонезии, позволив стране перейти к демократическому управлению. Пример Индонезии также показал, что отказ силовиков от защиты диктатора может стать катализатором демократических изменений. Теперь попробуем провести параллели с сегодняшней Россией. Россия – это страна, где благодаря кучке преступников у власти силовики играют исключительную роль в политической системе. Здесь можно выделить несколько структур, которые образуют каркас нынешнего режима. ФСБ, МВД, Росгвардия, армия и другие правоохранительные ведомства. Путин сам, выходец из КГБ, понимает значимость этих институтов и делает все, чтобы обеспечить их лояльность. Он окружил себя представителями силовых структур, которые не просто поддержат его, но и получают огромные полномочия, привилегии и деньги. А на подкормке также находятся их ближайшие родственники. Силовики не просто защищают режим, они стали его частью. Зарплата силовиков заметно выше другой части общества. Силовики получают льготы и доступ к особым ресурсам, но при этом они также знают, что их привилегии зависят от стабильности режима, поэтому, с одной стороны, они заинтересованы в его сохранении, но с другой стороны, исторический опыт показывает, что даже самые лояльные группы могут отстраниться, если режим начнет угрожать их интересам и безопасности. Вспомним, например, СССР и августовский путч 1991 года. Тогда руководство КГБ и другие высокопоставленные лица попытались остановить развал Советского Союза, организовав ГКЧП. Они устроили путч, хотели удержать СССР от распада и остаться у власти, но армия и милиция в большинстве своем отказались их поддерживать. Это стало критическим моментом. ГКЧП провалилось, а вместе с ним окончательно рухнул и Советский Союз. Этот пример хорошо иллюстрирует важность того положения, которое займут силовики в момент политического кризиса. В самом же уже позднем СССР первую попытку военного саботажа предприняли еще в ноябре 1975 года, когда замполит советского военного корабля «Сторожевой»
Валерий Саблин задумал мятеж на корабле как попытку призвать к возвращению к истинным социалистическим идеалам. По мнению Саблина, советская власть предала эти идеалы, погрязнув в бюрократии и лицемерии. Захватив командование кораблем, Саблин запер капитана и попытался использовать радиостанцию сторожевого для распространения своих политических воззваний, планируя вызвать народное восстание против руководства. Мятеж длился около 36 часов, но сторожевой так и не дошел до Ленинграда, из порта которого Саблин планировал вещать в массы. Советское руководство восприняло захват как серьезную угрозу, направив авиацию и несколько кораблей для его перехвата. В результате военный корабль был захвачен морским десантом. Саблин был арестован, обвинен в измене и впоследствии казнен, что стало жестоким напоминанием о том, как режим боролся с инакомыслием. Но восстание Саблина, обычного замполита, чья работа нести советскую пропаганду личному составу, хотя и подавлена, показало, что даже среди привилегированных слоев советской армии нарастало недовольство и разочарование, сигнал, который советская власть не могла игнорировать. Этот случай стал предвестником того, что в условиях напряженной идеологической атмосферы даже преданные силовики могут восстать, если видят, что государство больше не соответствует их идеалам. Вероятность возникновения революции в России крайне низка, не говоря уже о мирной смене власти. Общество под прессингом, оппозиция в изгнании. Единственный вариант смены власти – это переворот. Но может ли в России произойти военный переворот? Сегодня кажется маловероятным, что кто-то из силовых структур может в открытую выступить против Путина. Во-первых, их благополучие, безопасность полностью зависит от лояльности режиму. Во-вторых, внутренние системы контроля и наблюдения и внутренние службы безопасности обеспечивают, чтобы любые попытки заговоров были быстро подавлены. Однако никто не застрахован от внутренних трений, и тревожные для ватного фюрера сигналы уже были. Существует большая вероятность того, что внутри силовых структур зреет недовольство. В МВД, например, когда я еще там работал, большинство сотрудников полиции как минимум критически отзывалось о действующей власти. Многие просто презирали ее. Я думаю, что и сейчас на работе они остаются лицом власти, но кулуарно среди своих они нередко критикуют происходящее и даже выражают недовольство. Конечно же, там есть немало зверей, но есть и другие, и многие из них видят и понимают, как власть злоупотребляет их службой в своих интересах. Но они держат это все внутри, опасаясь за рабочие места, стабильность и будущее. Это, конечно же, не оправдывает их, но я уверен, что когда настанет момент, они, вместо того, чтобы защищать кремлевскую моль, поддержат свой народ и протестующее большинство. Нужен лишь момент. Конечно же, можно привести еще пример Пригожина, как один из признаков существовавшего недовольства среди силовиков в России. Этот мятеж показал, что даже те, кто формально служит системе и близко приближен к диктатору, могут испытывать глубокое разочарование и способны поднять протест против командования. Напомню, что в июне 23 года Пригожин, лидер окологосударственной террористической военной группировки ЧВК Вагнера, обвинил российское военное руководство в коррупции, некомпетентности и предательстве. А в некоторых обращениях он даже намекал на самого Путина как на источник проблем. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Пригожин поднял вооруженный бунт, который пусть и не привел к полноценному свержению власти, но дал им там всем как следует просраться. Он наглядно показал растущую напряженность внутри силовых структур на фоне вооруженной агрессии против Украины. Этот инцидент продемонстрировал, что даже не просто самые лояльные к системе, но и близкие лично к Путину силовики могут развернуться против нее, когда интересы отдельных групп силовиков расходятся с интересами руководства. Мятеж Пригожина создал прецедент, наглядно показав уязвимость режима перед внутренними расколами и конфронтацией в структурах, на которые он опирается. Если эта напряженность будет расти и найдет поддержку среди других недовольных силовиков, это может стать катализатором для более масштабных процессов. И нам всем нужно лишь немного помочь, проклюнуться и подрасти этой напряженности. Возможно, что и сейчас кто-то из генералитета, видя стратегические ошибки властей или поняв все безумие и преступность, устроенной Путиным войны против Украины, а может и просто опасаясь международных санкций, задумывается о том, что пора менять курс. Возможно, зреет новый антигитлеровский заговор.
Вопрос лишь в том, достаточно ли таких людей, чтобы это переросло в реальный переворот. Важным фактором является и общественное мнение. Пока силовики чувствуют, что общество пассивно, они, скорее всего, будут поддерживать статус-кво. Но если общественное недовольство начнет расти, а силовики поймут, что стабильность страны под угрозой, ситуация может измениться весьма стремительно. На данный момент кажется, что лояльность силовиков к Путину непоколебима, но все может измениться буквально в один день. Черных лебедей еще никто не отменял. В России все же может возникнуть такой момент, когда силовики просто предпочтут не вмешиваться, не обязательно идти на заговор или не обязательно публично выступать против власти. Иногда достаточно просто не поддерживать ее в кризисный момент, чтобы произошли серьезные изменения. Иногда можно просто отдать диктатора на растерзание толпы и сделать вид, что ничего не видел. История полна примеров. Чтобы российские силовики начали отворачиваться от режима и утратили лояльность к власти, нужно создать определенные условия, которые будут мотивировать их к этому. Вот несколько ключевых направлений, которые, на мой взгляд, могут способствовать этому процессу. Важно разрушать мифы и пропаганду, которыми годами кормят силовиков, убеждая их в том, что они якобы защищают страну и стабильность. Нужно попытаться объяснить силовикам, что это ненормально считать себя теми, кто служит власти. Это большое заблуждение. Они должны служить не власти, а закону и народу. Необходимо доносить правду о преступлениях режима, злоупотребления властью, коррупции в верхах, а также о том, как этих же силовиков используют как инструмент для личных интересов элиты. Необходимо открывать обычным силовикам глаза на то, как живет и шикует их руководство со своими семьями, имея крышуемый ими же самими собственный бизнес, дорогие авто, коттеджи, которые невозможно купить на их зарплату. Для этого оппозиционным медиа необходимо искать способы транслировать свою информацию за пределы своего информационного пузыря. Сегодня большая часть силовиков находится под плотной шапкой пропаганды. Альтернативные источники информации должны быть для них доступны. Когда они будут понимать, как события выглядят за пределами прокремлевской риторики, вероятность зарождения недовольства возрастет. Пока большинство силовиков видят Россию как укрепляющееся государство, смена власти кажется им угрозой. Нужно разрушать иллюзию, что нынешний режим неуязвим и что его правление ведет к великой державе. Необходимо показывать слабости и деградацию системы от провальной экономики до роста преступности и коррупции. Необходимо давать слово и предоставлять выход на большую аудиторию тем сотрудникам, которые пересмотрели свои взгляды и пошли против системы. Рассказы и примеры бывших сотрудников МВД и других ведомств, открыто выступающих против власти, могут вдохновить тех, кто пока молчит. Это может дать стимул и импульс к действию тем, кто находится внутри системы. Тех бывших силовиков, кто все переосмыслил, уехал и кто находится в безопасности, я призываю не молчать, довольствуясь благами свободного мира, а говорить публично, обращаться к действующим. Рассказывайте правду о коррупции, нарушениях, об изъянах системы. Убеждайте их отвернуться от текущей власти и перейти на правильную сторону. Экономические стимулы и гарантии будущего тоже могут внести свой вклад. Многие силовики служат потому, что получают стабильный доход и привилегии. Если дать им понять, что эти привилегии могут исчезнуть в любой момент по воле режима, а также, что после его падения их могут ожидать амнистии, уважение и стабильные условия службы при новой власти, это снизит их мотивацию защищать старый режим. Важно, чтобы будущие лидеры ясно дали понять, тем, кто не участвовал в репрессиях и вовремя отвернулся от преступного режима, будет предоставлена защита. Продолжение санкционного давления на тех, кто занимает высокие посты в силовой системе и играет ключевые роли в репрессивных структурах, включая их семьи, в том числе заморозка активов, наложение визовых ограничений и персональные санкции, могут создать осознание, что поддержка режима делает их изгоями и закрывает для них мир. Необходимо ужесточать санкции в отношении силовой верхушки и членов их семей. Необходимо поддерживать реальные инициативы среди силовиков. Если внутри самих силовых структур начнут появляться инициативы по изменению курса и осуждению действий властей, их важно поддерживать со стороны лидеров оппозиции, лидеров общественного мнения, даже если это будет предоставлено как реформаторский подход. Такие инициативы тоже иногда приводят к мятежам и переворотам. Одним словом, важна стратегия постепенного, но неизбежного разрушения иллюзий и роста
осознания в силовой среде. Необходимо уже сейчас закладывать фундамент. Нужно использовать любую возможность перетянуть как можно больше силовиков на правильную сторону, чтобы однажды, когда наступит момент и недовольство достигнет критического уровня, текущий режим уже не мог полагаться на тех, кто должен его защищать. Как бы Кремль не пытался убедить силовиков, что они несокрушимая опора этого режима, я уверен, что многие из них начинают видеть правду. И придет момент, когда вопрос встанет ребром. Оставаться ли слепыми слугами этой безумной преступной власти или встать на сторону людей, которым они давали присягу? История показывает, что ни один режим, построенный на страхе и репрессиях, не может существовать вечно. И сегодня у каждого из них, у каждого из вас есть выбор, который определит не только ваше будущее, но и будущее всей страны. Этот выбор – стать героями перемен или навсегда остаться в тени шайки задротов из питерской подворотни, оказавшись в итоге выброшенными на самую грязную свалку истории. Выбор есть всегда, и лучше сделать его поздно, чем никогда. И здесь я вновь хочу вернуться назад к офицеру вермахта Штауфенбергу. Он прошел годы войны, будучи должным исполнять приказы в составе гитлеровской армии. Но в определенный момент он принял самое важное и самое правильное решение в своей жизни и стал героем не только для многих немцев, но и для тех, кто пострадал от действий нацистской Германии. Он показал, что голос совести важнее приказов. День 20 июля не изменил ход войны, как надеялись заговорщики, но спас честь Германии. Так написал немецкий историк Кристиан фон Кроков о поступке Штауфенберга. Сегодня в Германии есть несколько мемориалов, посвященных Штауфенбергу. Самый известный в Берлине на территории комплекса Бендлер-Блок, где располагалось командование вермахта и где Штауфенберг и другие заговорщики были казнены после неудавшегося покушения на Гитлера. Там размещен мемориал немецкого сопротивления, который включает в себя музей и постоянную выставку, посвященную антигитлеровскому сопротивлению. А внутри комплекса установлен памятник Штауфенбергу и его соратникам. Это символическое место, где каждый год 20 июля проходят официальные церемонии памяти. В городке, где Штауфенберг родился, есть мемориальная доска в его честь. Памятники и мемориальные доски также можно найти в некоторых других городах Германии, но основным мемориалом считается Бендлер-Блок в Берлине. В России, как и в нацистской Германии, верхушка спецслужб и армия могут встать перед выбором. Следовать за фюрером до конца или попытаться изменить курс, видя катастрофу. Опыт Штауфенберга показывает, насколько рискован и сложен такой путь, но также и то, что даже наивысшие лоялисты могут подвергнуть сомнению своего лидера. Возможно, и я на это надеюсь, что и в России скоро появится свой Штауфенберг, который спасет честь страны, и его попытка будет более удачной. У меня на сегодня все. Если вам есть что сказать по этой теме, пишите свои комментарии, будет интересно узнать ваше мнение. Становитесь спонсорами канала и жмите на кнопку «Спасибо» под моими видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. Разумеется, ждите новых видео. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.